Привет всем, с вами Настя. И это видео для тех, кто только собирается сплести свое самое первое в жизни изделие из бумажной лозы. Я приготовила для вас МК вот такой простой, но в меру очаровательной корзинки круглой. Если вам интересно, оставайтесь со мной и приятного просмотра. И для того, чтобы приступить к уплетанию корзины, нам понадобится бумажная лоза, бумажные трубочки. Они могут быть окрашены и обработаны, или не окрашенные без обработки, допустим, накрученные из обычной газеты или рекламных буклетов. В этом случае я рекомендую трубочки увлажнить водичкой, допустим, обычной, или с добавлением кондиционера для волос или белья. И после этого они должны быть убраны в пакет для того, чтобы хорошо пропитаться. Обязательно трубочки храните в пакете для того, чтобы они не потеряли свою влажность, и концы должны выходить, смотреть наружу. Кончики должны быть подсушены для того, чтобы их было удобнее и приятнее стыковать, чтобы процесс стыковки был не затруднен. Также можете использовать, допустим, трубочки, накрученные из офисной бумаги или потребительской белой. Видео о том, как крутить, как красить, обрабатывать и какую бумагу использовать лучше, есть отдельное видео на моем канале, и ссылочки я оставлю в описании, поэтому заходите все туда. Первая работа должна быть несложной, поэтому я рекомендую начинать с самого простого, а именно с выплетания круглого дна. Ну и как следствие плетения круглой корзинки по форме. Форму можно найти любую, какую-нибудь ведерко из-под майонеза, банку или, допустим, хозяйственное ведро. Далее по сложности идут овальные плетеные изделия и лишь потом только прямоугольные или квадратные. Плетение круглого дна всегда начинается одинаково. Трубочки выкладываются крест-накрест и при оплетании разводятся в разные стороны, образуя при этом будущий каркас нашего донышка. И впоследствии, когда уже мы по нужному диаметру дно сплетем, эти же трубочки становятся стойками, которые используются для выплетания стенок изделия. Важно понимать, что при выплетании круглого донышка маленького диаметра, конечно, потребуется наименьшее количество трубочек, выкладываемых изначально на каркас. Когда диаметр будет ваш увеличиваться, соответственно, потребуется большее количество трубочек, чтобы расстояние между стойками было комфортным для дальнейшего плетения после поднятия стоек. Увеличивается ваш диаметр дна, то и увеличится количество изначальных стоек. Расстояние между стойками должно быть комфортным. Самое такое оптимальное расстояние — это 3 сантиметра. То есть вы длину окружности вычисляете путем диаметра, умножаем на число π и делим на 3 сантиметра. Получаем нужное количество стоек. Также расстояние между стойками может варьироваться от 2 до 3,5 сантиметров. Если оно будет очень маленьким, то просто будет неудобно плести. Если очень большим, то корзинка будет ходить ходуном, будет непрочная, неустойчивая. Учитывайте это. Конечно, мастера при выплетании круглого дна используют такой метод, добавляют дополнительные стойки во время плетения, потом также их раздвигают, разводят и плетут до нужного диаметра. Но опыта новичкам обычно не хватает для этих манипуляций, поэтому я предлагаю первое изделие все-таки плести не очень большое, каких-нибудь комфортных размеров от 12 до 16 сантиметров. Такое вот небольшое, и это будет самым наилучшим вариантом. Для плетения своей корзинки я буду использовать следующую форму. Это эмалированная емкость, в ней у меня хранится сахар. И это очень хорошо по той причине, что форму в любом случае нужно утяжелять для того, чтобы оплетание стенок изделия было более комфортным и оно было устойчивым. Диаметр моей емкости 16 сантиметров. Я уже замерила по дну. И такого диаметра мне нужно будет сплести мое донышко.
И для наглядности давайте произведем расчеты, посчитаем, какое количество трубочек мне понадобится для выкладки на будущий каркас моего круглого дна. Диаметр окружности 16 сантиметров. Умножаю на число π и получаю 50,24, которые делю на 3 сантиметра. Это комфортное число между стойками. И получаю 16 ровно стоек. То есть 4 трубочки на 4. Если я выложу, то получу в итоге 16 стоек для плетания. Если вдруг, допустим, у вас 18 получилось стоек, то тогда вы должны либо выложить, получается, 4 на 4, да, у вас расстояние будет между стойками чуть больше, или наоборот, 5 на 5, и тогда расстояние между стойками просто уменьшится. Перед тем, как начать плести круглое дно, я выложила необходимое количество трубочек крест-накрест и при помощи клея склеила ровно посерединке их между собой. Клей я использую полимерный, он контактный, находится для удобства в шприце. Также можно пользоваться обычным клеем ПВА. Он нам еще понадобится для склеивания трубочек между собой. Понадобятся ножницы для обрезания трубочек и какая-нибудь деревянная палочка, шпажка или, допустим, толстая спица, чтобы раздвигать было удобно стойки между собой. Итак, приступаем к плетению. Беру 2 рабочие трубочки. Край у одной я подрезаю под уголком. Место среза заостряю таким вот образом. А во вторую трубочку я капаю клей. Одну капельку выдавила. И теперь между собой их наращиваю. Довела. Провернула немножко. Излишки, если есть, убрала. И вот что у меня получилось. Теперь в месте сгиба. Вот здесь можно, не в самом месте сгиба, а чуть-чуть слева. Нужно мне эту нарощенную трубочку сложить ровно пополам. Чтобы вам все было видно, понятно, я показываю все вблизи. Таким образом. Обязательно помечаю первую трубочку. Вот здесь я буду начинать плести с этих 4 трубочек. И самую левую крайнюю обязательно помечаю. Завожу сдвоенную трубочку таким образом, чтобы место наращивания, тут у меня оно видно, оно оказалось внизу. То есть у любой плетенки есть изнаночная сторона и лицевая, как и у любого изделия, плетеного или пошитого и так далее, вязаного. Завела, слегка примяла. Теперь при помощи рук, пальцев придерживаю крестовину, прижимая ее к поверхности, к столу. Верхнюю трубочку пока не трогаю, беру нижнюю, поднимаю ее вверх перпендикулярно столу, плотно обнимая вот эту крайнюю. Так, давайте я поближе сделаю. Вот таким образом ровно подняла и выкладываю теперь поверх следующих 4 вдоль вот этих. Видите, выложила. Все, вот тут можно примять немножко. Теперь беру вот эту верхнюю трубочку, выкладываю ее вдоль этих трубочек, прижала, придерживаю пальчиком, приподнимаю и образую вот в этом месте вот такую как бы 8. Видите, аккуратно выкладываю и опять вдоль трубочек плотненько уложила, разворачиваю снова и повторяю то же самое. Нижнюю плотно выкладываю вдоль вот этих трубочек нижних, которые на каркас идут, поднимаю вверх перпендикулярно вдоль теперь следующих.
Придерживаю, также приподнимаю, выкладываю и проплетаю, образую восьмерочку. Камера плохо фиксирует. Вот что у нас получается. Опять перехватываюсь, выкладываю и повторяю все то же самое. Вверх, вдоль, прижала, приподняла, оплела, ровненько прижала все. И вот так. И вот мы с вами оплели нашу крестовину. Вернулись к начальному положению. Смотрите, здесь уже на втором ряду я хочу начать проплетать не все 4 трубочки на стойках, а развести их и оплетать по 2. Это уже на этом этапе будет разумно. Помогаю себе немножко палочкой при необходимости и продолжаю все то же самое делать, что и ранее. Только теперь проплетаю не все 4 вместе, а по 2. Видите, стоечку, вот эту 2, которые отвела в сторону, придерживаю. Эту трубочку рабочую вниз завела и подминаю туда вниз. Давайте ближе покажу. То же самое образую здесь как бы восьмерочку, плотненько выкладываю вниз до конца, оплетаю двойную стойку. Довела верхнюю рабочую трубочку до следующей стойки. Довела. Можно сделать небольшой надломчик, обозначить место. И здесь придерживаюсь, все фиксирую, завожу за стойки. Плотненько прижимаю и образую опять такую же как бы восьмерочку. Вот что здесь получается. И плету дальше. Кстати, я забыла вам сказать, что данное плетение называется двойная веревочка. То есть мы плетем 2 трубочками, вот раз, два, и они перекрещиваются между собой. Опять помогаю палочкой себе, аккуратно развожу у основания. Главное сейчас тоже как бы визуально определиться, чтобы расстояние между стойками было примерно одинаковым. Ну, конечно, в идеале, чтобы оно вообще сразу было одинаковым. И теперь снова нижнюю беру, поднимаю наверх, выкладываю поверх следующих 2 стоек, верхнюю увожу до этой стойки, слегка подгибаю, вот тут нажимаю ноготочком, можно обозначить, пальчиком придерживаю, стойку приподнимаю, вот эти 2 трубочки, и завожу рабочую трубочку под эти 2 стойки. Плотненько выкладываю. Этой помогаю этим пальцем. Верхнюю трубочку тоже уложиться правильно. Все поправляю сразу. Так, давайте снова. У меня теперь снова верхняя трубочка и нижняя. Нижняя выходит из стойки, которую мы только что оплели. Беру верхнюю рабочую трубочку и начинаю ее вести вдоль вот этого стежка первого ряда плетения до следующей стойки. Довела, слегка подогнула. Эту стойку я фиксирую пальцами. Затем нажимаю пальчиком, слегка фиксирую у основания рабочую трубочку, которую сейчас буду заводить за следующую стойку. Вот смотрите, слегка прижимаю, поднимаю стойки вверх, перехватываюсь, беру рабочую трубочку и плотно завожу ее за эти стойки. Стойки выпрямляю, трубочку тоже выпрямляю. Вот что получается. Опять прокручиваю и развожу стоечки. Верхняя рабочая трубочка и нижняя рабочая трубочка. Нижнюю рабочую трубочку сразу выводим вот так. Видите? Оставляем. Верхнюю выкладываем опять вдоль плетения до
стойки. Не забываем их вовремя раздвинуть, чтобы расстояние учесть. Доводим. Вот вы следите за моими пальцами, руками, все внимательно. Здесь я уложила, да, пальчиком придерживаю. Здесь этими пальцами фиксирую мой каркас, чтобы не крутить его. Правой рукой трубочку рабочую слегка тяну до следующей стойки, которую сейчас нужно плести. Довожу, слегка подгибаю, прям еле-еле. Теперь перехватываюсь, видите, этим пальчиком средним придерживаю, фиксирую. И этим пальчиком указательным фиксирую. Перехватываюсь, приподнимаю стойки вверх немножко. И завожу эту рабочую трубочку под стойки. И стойку сразу выкладываю. Показываю, что получается. Вот теперь нам нужно в положении лежа на столе это все вот двумя пальцами примять, плотно сделать. И снова стоечку поправить. Разворачиваем. Снова фиксирую каркас руками. Увожу рабочую, так, вот эту нижнюю выкладываю вдоль плетения. Верхнюю также вдоль плетения до следующей стойки. Фиксирую, завожу за стойку и плотненько поджимаю. Эту сразу выравниваю. Там тоже прижимаю их одновременно. Видите, раз. И стойку выкладываю. Тоже прижимаю к столу. Стойку фиксирую четко. Держу каркас. Нижнюю трубочку укладываю вдоль плетения. Удерживаю. Поправляю опять стойку. Верхнюю рабочую трубочку веду до стойки. Над ней делаю подгибчик, перехватываюсь, ее прижимаю и завожу за стойку. И плотно опять завожу за нее и выравниваю верхнюю рабочую трубочку. Опять прижала. Смотрите, сейчас я довела до следующей стойки рабочую трубочку, и здесь уже пора наращивать. Здесь вот и здесь. Я сейчас на этом моменте не буду останавливаться, потому что есть у меня отдельное очень понятное видео о правилах и способах наращивания. Я его оставляю в описании под видео. Вы, пожалуйста, посмотрите, потому что время на это тратить я не буду. Мы сделали подгибы, и теперь я срезаю трубочки под уголком до места сгиба. При помощи, может быть, ноготочка, как я раньше делала, или сейчас при помощи ножниц, опять заостряю трубочки рабочие для наращивания. Беру 2 новые трубочки. Смотрите, я рекомендую вот эти вот, когда вы морилкой красите трубочки, именно морилкой, вот здесь образуется, ну, в общем, пигментация, скапливается пигмент на кончиках. И можно трубочку слегка подрезать, прям эти уголочки. Можно, конечно, этого не делать. Но я, когда именно дно плету, это делаю. Наращивание. Так, надеваю, проталкиваю и слегка прокручиваю, прокручиваю, прокручиваю. И вот что получается. Вот так вот трубочки нарастились. Здесь может образоваться масюсенький кармашек, ничего страшного. Мы сейчас его проплетем. Так, фокус. Проплетаем. Поправляем. И вот оно наше здесь место наращивания. Его даже и не видно. Все. Так, вот получается, возвращаю все обратно. Вот получается наша стойка помеченная, которую я подрезала. И она считается первой. И дальше плетем. Опять нижнюю
рабочую трубочку я приподнимаю чуть вверх, выкладываю вдоль стежка плетения, выложила плотненько. Верхнюю трубочку взяла, также выкладываю, довожу до следующей стойки. Подгибаю. Здесь, видите, фиксация у меня везде. Вот предыдущей стойки и всего каркаса. Придерживаю, слегка прижимаю, завожу за стойку. Поправляю. Все. Дальше мы проплетаем. И все то же самое я проделываю. Все, что вам остается сейчас наблюдать за моими руками. Здесь на самом деле ничего сложного. Если вы будете внимательны, то все у вас получится обязательно. Повторюсь и 100 раз еще буду говорить, что если у вас что-то не получается, ни в коем случае не расстраивайтесь. Конечно, этого не избежать, я имею в виду расстроенных чувств. Но вы научитесь работать над собой. Не получается, трубочку испортили, расплетайте, начинайте заново. Повторение – залог к успеху. Так. Смотрите, опять. Здесь прижала нижнюю плотно к плетению трубочку рабочую. Выкладываю ее дальше вдоль плетения плотненько. Здесь слегка, не тяните сильно. Если у вас будет зажато плетение, это будет смотреться ужасно, и стойки будут начинать подниматься, изгибаться. Просто выкладывайте четко, вот не просто вот раз положили, а слегка подтянули, довели до стойки, сделали подгибчик, перехватились, завели и плотненько. Вот теперь я начинаю ее тянуть. Тяну как струну вниз, и плотненько выкладываю. Вот. И так далее. Уже на этом этапе мы следим, чтобы все наши стойки разошлись на равном расстоянии друг от друга. И вовремя делаем наращивание. Так, я снова нарастила рабочие трубочки, плетем дальше. До какого момента нужно плести, чтобы снова разводить стойки? Опять расстояние между стойками. Давайте я замерю сейчас прям специально. Где-то у нас получается от трубочки до трубочки ровно в 1,5 сантиметра. Вот когда уже будет между ними, вот отсюда до сюда, вот в этих местах 2 сантиметра, то тогда это уже комфортное расстояние для того, чтобы стойки вновь начать разводить. Стойки нашего каркаса. Так. Вот что получается. Это получается мы уже раз, два, три, 4-й ряд плетем. Вот, доплели 4-й ряд. Наша стойка помеченная. Видите, плетение по спирали, оно как бы и не очень-то заметно. Так, ну и все. Давайте еще один рядок проплетаем. Быстренько. Внимательно смотрите. Самое главное, что сейчас стойки держать на одинаковом расстоянии и вовремя производить наращивание. Если вдруг вы ошиблись, ничего страшного, немножко расплетайте и делайте наращивание обязательно за стойками. Вновь нарастила рабочие трубочки и проплетаю. Так. Смотрите, стойки, когда я их между собой на крестовину склеивала, да, я брала не сухие. Они были у меня еще влажные из пакета. И потом немножко еще полежали, но пока подсохли. То есть они еще и не сухие, но уже не такие влажные. То есть работать с ними мне так комфортнее. Попробуйте. Либо на сухих стойках, либо не до конца высушенных. Вот снова дошли до нашей первоначальной стойки.
Я сейчас смотрю. Нет, давайте еще пойдем на следующий ряд. Здесь уже, видите, виточки стали крупнее становиться, более размашистей. И расстояние увеличивается, конечно. Так, вот уже тын-тын-тын, почти в 2,5 сантиметра даже. Проплетаю. Смотрите, стойки должны все идти параллельно. Вот наша двойная, и вот они должны идти параллельно. Вот я снова ее перевернула. Видите, у меня здесь неровность получилась. Вот она должна вот это идти, вот это параллельно. Но может немножко слегка со сдвигом, это не страшно. Потому что у нас здесь было выложено сразу 4 трубочки. Главное, чтобы они шли параллельно, получается. По возможности. Также тут. Так. Вот они. Ну, конечно, еще небольшое искажение камеры. Все, я полила последнюю стойку. Вот она начальная моя. Дошла до первой стойки, точнее. И снова беру в руки шпажку, заостренную палочку. Раздвигаю двумя пальчиками вот эти двойные стойки немножко. Прям между ними в плетение на сантиметр точно вставляю поглубже. Завожу палочку. И начинаю стойки разводить. Налево, прям не боюсь. И направо. Плотненько-плотненько. Вот до этих вот, получается, сгибов в плетении. Вот что должно получиться. И то же самое проделываю со следующими стойками. Опять плотно ввожу. Ну, сантиметр-полтора налево до упора, направо. Видите, сейчас расстояние между стойками у меня становится одинаковым. Опять налево, направо. Выравниваю все. Так, пока все оставляю, потому что смысла нет на всех это делать. Они имеют свойство обратно возвращаться в исходное положение. Дальше проплетаем одинарные стойки. Все то же самое. Плетем, но по одной. Фиксируем четко в каждом месте. Да, смотрим, чтобы расстояние между стоечками было одинаковым. Так, приподнимаю, завожу, выпрямляю, укладываю, поправляю стойку. Нижнюю прижимаю к плетению, вывожу сюда. Верхнюю вдоль плетения до стойки слегка подгибаю, перехватываюсь, прижимаю, завожу за стоечку, подтягиваю, выпрямляю стойку. Опять фиксирую ее в нужном положении, перехватываюсь, раз, раз. Так. Ой, я так волнуюсь, как будто правда сама первый раз плету. Конечно же, у меня так не получалось, когда я плела первый раз. Абсолютно вообще, даже рядышком такого не было, чтобы вот так у меня все четко получилось. И вот они мои остались две стойки двойные. Я их также развожу. Вот получается, видите, вот так линия вот раз, раз, ориентируется. Все равно расстояние. Сейчас, кстати, я замеряю, какое расстояние между стойками получилось. 1,5 сантиметра. Вот сейчас и то новичкам будет не очень комфортно проплетать. Ну, как некомфортно? Возможно. Но все равно, я считаю, для этого нужна какая-то сноровка, опыт, чтобы стойки, которые так близко расположены, проплетать. Но если вы будете делать все правильно, то у вас все получится. Так. И вот она моя первоначальная получается, видите, помеченная стойка. Мы просто продолжаем плести, оплетать одинарные стойки до нужного размера. Так, я закончила плетение 11 ряда
с самого начала, как начала плести, но после того, как начала разводить стойки, получается раз, два, три, четыре. Так, еще раз. Раз, два, три, четыре, пять. 5 рядов. 5 рядов проплела после того, как мы развели последний раз стоечки. И замеряем. Дно должно быть у меня 16 сантиметров. И я смотрю, что где-то около 2 сантиметров с каждой стороны мне еще нужно будет плести. И сейчас что нужно сделать? Нужно либо нарастить стойки, да, обрезать вот эти уже имеющиеся. Так же, как обычно мы наращиваем наши трубочки рабочие, под уголком делаем срез, прокапываем трубочки клеем и наращиванием. Я же предлагаю другой вариант. Так как расстояние между стойками уже увеличивается, то можно поступить намного проще. Срезаем немножко под уголком основание трубочки. Можно также его даже заострить. То есть нам понадобится 16 таких трубочек. Мы сейчас будем их подставлять справа от уже имеющихся стоек. Приближаю камеру, чтобы вам было все видно, понятно. Вот она моя первоначальная стойка. Справа от нее я делаю небольшое расширение при помощи палочки. Не очень глубоко. Если вы боитесь, что у вас стойка выскочит, можно даже ее прокапать клеем. На всякий случай. Полимерным или ПВА, без разницы. И справа вставляем от стойки. Не нужно очень глубоко вставлять. Вот она зашла. И все. И таким же точно способом поступаем со всеми стойками справа. Подставляем дополнительные стойки. Еще раз. Подрезаем. Заостряем. Прокапываем клеем. И вставляем. Всё. И так со всеми стойками по всему периметру. Чтобы стойка не топорщилась от соседней, вставляйте ее срезанным концом не к стойке, а наоборот в противоположную сторону. Вот моя срезанная трубочка. Сейчас, секунду, сфокусирую. Вот таким образом. Вставляем ее рядом со стойкой. Здесь у меня они вставлены наоборот, поэтому и топорщится в разные стороны. Поправляю сама себя. Все мои дополнительные стойки подставлены и продолжаю. Вот первоначальная стойка. Продолжаю плести. Это получается раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11. Ухожу на 12 ряд. Еще раз обозначу. Вдруг вы будете четко следовать моей инструкции. Плетение не меняется. Все то же самое. Только теперь стойки не одинарные у нас будут, а двойные. Плетем таким образом до 16 сантиметров. Но здесь еще, наверное, ряда 4. Раз, два, три, 4. Да, 4 ряда, может быть 5. В общем, скоро увидимся. Так, все, я подхожу к первоначальной стойке. Вот она у меня. И это последний ряд. Уже 16 сантиметров. Сколько и нужно. У меня получилось ровно 16 рядов. Кстати, я совсем забыла вам сказать, что мои трубочки накручены на спицу 1,2 мм, ширина полосы 8,5 сантиметров. От толщины трубочки тоже много что зависит, имейте это в виду. Чем тоньше трубочка, тем больше рядов придется проплести. Чем она толще, тем, возможно, меньше. Это нужно учитывать. И опять, какая у вас плотность плетения. То есть не обязательно расстраиваться, да, если у меня, допустим, получилось 16 рядов, а у вас всего лишь 14.
до достижения 16 сантиметров. Вы должны это понимать. Так, теперь я должна доплести. Вот, повторюсь, моя крайняя трубочка. Давайте я приближать буду сейчас все. Еще ближе. И перед ней, которая, тоже ее помечу, чтобы вы понимали. Буду сейчас спрятать в плетение рабочие трубочки. Для этого мне понадобится палочка. Справа от стойки я делаю небольшое углубление. Буду заводить перед стойкой, прятать хвостик последний и за последнюю. В общем, беру рабочую трубочку. Я, по идее, должна ее завести под стойкой и вывести наверх. Так и будет. Единственное, что я делаю, я довожу сейчас эту трубочку до палочки. Так вам видно. Делаю подгиб. Вот такой. Видите? Под уголком делаю срез. Где-то сантиметр оставляю. Общей сложности. Палочку вынимаю. Завожу рабочую трубочку за стойку. Так, как бы вам показать, чтобы было понятно. Завела за стойку. И теперь мне этот хвостик вот сюда нужно, где я расширяла пространство, да, потихоньку ввожу в плетение. Вот что получилось с изнаночной стороны. Спрятала. То же самое я проделываю и со второй рабочей трубочкой. Также справа от стойки, вот она моя стойка первоначальная, справа от нее расширяю небольшое пространство, довожу, так, убрала палочку, довожу до этой палочки, делаю подгиб вовнутрь, вот таким образом, подрезаю. Если нужно, можете прокапать клеем, но вы рискуете испачкать все плетеное дно. Раз, завела, и сейчас можно этой же палочкой себе помочь. Здесь слегка надавливаю и вставляю все аккуратно. Опять переворачиваю, показываю вам, что у меня в итоге с изнаночной стороны получилось. Так, изнанка, лицевая. Все получилось хорошо. Самое главное, это забыла вам сказать, что когда вы промеряете линейкой, обязательно свою форму также поверх плетеночки выставляете. Так, вот сейчас не видно, конечно, все получилось ровно, но, в общем-то, нужно промерять. Давайте вот так вам покажу, чтобы было понятно. Но представьте, что это вот моя форма, да, вы сверху поставили, и все должно совпасть. Меньше дно ни в коем случае не должно быть. Если оно слегка больше, там буквально на полсантиметра, на 7 даже миллиметров, это не страшно. Страшно, когда дно меньше. Все, донышко сплетено. Что теперь нужно сделать? Вот эти стойки, которые у нас хвостики короткие остались торчать, нам их нужно обрезать. Длинные оставляем, наши стойки трубочки, для дальнейшего плетения. А вот эти, которые слева, мы их будем подрезать. Как это сделать? Слегка отводим длинную стойку, чтобы не повредить ее. И просто ножничками вдоль плетения. Так. Чик. Обрезаем. Давайте вот так вам покажу. Вдоль плетения. Чик. Обрезали. Слегка отвела. Чик. Обрезала. Ну, тут все понятно. И также поступаю абсолютно со всеми оставшимися короткими хвостиками. Вот что получилось. Хвостики у нас обрезаны вдоль плетения аккуратно, вровень.
Следите за тем, чтобы ножницы не повредили ни само плетение, ни вот эти соседние стойки. Это отразится на внешнем виде плетеночки. Теперь мне нужно установить мою форму сверху, чтобы поднимать стойки. Произошла смена позиции, чтобы вам было удобно видно. Итак, устанавливаем форму поверх нашего плетеного дна. У меня, как вы видите, получилось немножко побольше. Но это ничего страшного. В общем, оставляю все как есть, потому что, во-первых, у меня здесь покатое еще такое дно, неплотно прилегает к дну, как правильно сказать-то. В общем, дно формы у меня неплотно прилегает к плетеному дну. Здесь буквально на полсантиметра с каждой стороны небольшие зазоры. Ничего страшного, как я вам и говорила. Нам сейчас самое главное, что сделать? Взять какой-нибудь обрезок трубочки, плотненький, высохший уже, согнуть его пополам, вот так сделать, вот видите, и в любом месте, где у нас стойки располагаются, завести следующим образом. Мы занимаем место. Делаем это именно с той стороны, где у нас обрезанные стоечки короткие были. Если вдруг у вас обрезанные стоечки с левой стороны, то тогда вы подставляете вот так. Мы сейчас будем поднимать наши стойки, и при поднятии вот эти все пенечки от обрезанных трубочек, они закроются. То есть подставили и уводим вправо нашу трубочку. Если вдруг у вас сильно пересохшие вот эти стойки, но я их только совсем недавно подставляла, они еще влажные, можете с пульверизатора слегка пройтись и подождать буквально 5 минут. И именно вот в этих местах, все не обязательно все трубочки обрабатывать, увлажнять. Если они у вас прям чуть-чуть подсохшие, ничего страшного. В общем, подставили, уводим вправо. Увели вправо до стойки, которая лежит следующей. Давайте я поближе вам буду показывать все. Видите, довела. Вот в этом месте, где у меня обрезанная стойка, вот это вот, я прям над ней делаю подгиб трубочки наверх, выставляю ее перпендикулярно. Вот, чтобы вам видно было. Перпендикулярно выставила, видите? Теперь я что делаю? Беру ее и завожу под эту следующую лежачую стойку. Поднимаю наверх. Этим самым мы подняли первую стойку и закрыли место среза. Точно так же. Теперь мы удерживаем поднятую стойку первую. Фиксируем, чтобы было вам легче. Можете взять бумажный скотч, малярный, любой. Бывает тонкий, толстый, вот такой. Я вот так отрываю прям и пополам. Такие маленькие кусочки. Вот я подняла эту первую стоечку, да, и сразу плотно прижимаю ее к форме. Здесь мне еще крышечка, конечно, мешается. Но ничего страшного. Я где-нибудь тут вот в этом месте аккуратно фиксирую ее при помощи малярного скотча. На трубочку саму давить не надо. Главное ее просто зафиксировать. Далее мы продолжаем наше действие по поднятию стоек. Опять приближу камеру, чтобы вам было понятно. И чтобы у вас все получилось. Мое задание сделать так, объяснить вам, чтобы у вас все получилось. Прижимаю ее, вот эту стоечку, вот эту, ближе к плетению. Вот в этом месте. Видите, куда я нажимаю уголком? Можно вот так вот ноготочек подставить и слегка согнуть. Веду направо, опять до вот этого места, где у меня обрезанная трубочка, стоечка бывшая. Над ней делаю надлом, поднимаю наверх. Теперь
завожу под лежачую стойку и также вывожу наверх, под нее и наверх. Выставляю, в общем-то. Вот. Снова беру скотчик, чик, и закрепляю, фиксирую. Вот видите, что получается. Давайте еще раз. Опять чисто символически. Скотч малярный мой любимый. Немножко разверну. Опять помогаю. Слегка раз. Подогнула, довела. Подогнула. Приподняла, завела. Выставила наверх. Главное выставлять перпендикулярно основанию, ровненько. И вот в этом положении скотч очень-очень даже удобно. Стойки я в таком положении продержу какое-то время. Они подсохнут, запомнят эту позицию и также останутся стоять. Это то, что нужно не только новичку, а любому мастеру. Это вообще очень-очень даже полезный момент. Снова. Вы можете, если у вас влажные трубочки, немножко сейчас, конечно, подсохшие, мы же плели какое-то время, придерживаю основание, так, давайте ближе, ой. Придерживаю здесь у основания пальчиком, беру вот эту вот стойку лежачую, увожу ее направо, довела, подогнула над обрезанной стоечкой и также наверх. Все. Момент подгиба я вам показывала. Может, вам будет так удобнее. Или, допустим, у вас слегка пересушенные трубочки. Тоже может вам помочь справиться с ситуацией. Сейчас, секунду. Отрываю скотчик. Она отходит. Я ее возвращаю обратно, плотно прижимаю к плетению, к своему дну. Придерживаю стойку поближе к основанию. Эту увожу направо, довела, подогнула под лежачую и опять вывожу наверх. Фиксирую малярным скотчем. Давайте покажу, как это будет выглядеть немножко со стороны все-таки, потому что это важно. Вблизи показала, теперь со стороны. Здесь прижала, зафиксировала, взялась, прям направо увожу, слегка потянуть, не сильно тяну, прям чуть-чуть, раз, подтянула, довела и подгибаю. Если у вас здесь нет обрезанной этой трубочки, да, то вы ориентируетесь так, что за лежачей сразу делаем подгиб наверх. Согнули и выставили наверх. Хоп, и все. Завожу последнюю, довела и выставила четко опять. Теперь вот, которая трубочку мы занимали место, ее нужно аккуратненько убрать. В общем-то, аккуратно вытягиваю. Вот видите, здесь мы занимали место под вот эту следующую стойку трубочку. Вывожу, опять довожу, сгибаю в нужном месте. И что нужно сделать сейчас? Трубочку вот эту, прям вот я слегка ее начинаю сгибать. Да, она немножко заламывается, ничего страшного. Все это нужно приподнять очень аккуратно. Нужно еще и силу иметь, там же утяжеленная моя форма. Аккуратненько. Все. Поправляю свою стойку. Если вдруг у вас стойка вся, ну вот вся она измялась, вы ее продели. Вот видите, что я сделала? Не нужно этого бояться. Берете под уголком, срезаете эту трубочку. Вот видите, хвостичек торчит. Берете другую трубочку. Можете обрезать кончик, можете не обрезать. Капаете клей, просто ее наращиваете. Чик-чик-чик, аккуратненько. И все. Я ее подрежу вровень, чтобы была. И показываю. И все. И никаких проблем. Все ровно и четко. Если повредилась стойка, вы можете в любой момент ее заменить. Не нужно бояться потерять
какую-то трубочку. Ради бога, я вас умоляю. Я вот этих трубочек, пока даже для вас МК снимаю, штабелями выкидываю. Потому что я же не могу показать абы как. Я для вас стараюсь. А вы должны стараться для себя. Также я, когда начинала плести, часть трубочек, все расплеталось, выкидывалось в мусорку, изделия и все по новой. Но мы сейчас не об этом, мы плетем с вами красоту, самую простую красоту на свете. Вот то, что я вам показываю, получится 100%. Все, настрой должен быть таким. В такой позиции, в таком положении, зафиксированный при помощи скотча малярного, оставляем наше изделие буквально, ну, я минут 15-20, пока кофеечку попью, и продолжу плести. Вы можете оставить чуть подольше, чтобы стойки уже наверняка подсохли и зафиксировались. Прошло какое-то время, уже я и кофе попила, и собак покормила. В общем, трубочки, стойки окончательно практически высохли. И я потихоньку начинаю снимать скотч. Делаю это очень аккуратно. Кстати, изделие я установила на крутящуюся поверхность, чтобы не повредить плетеное дно. Если вы будете его крутить на какой-либо поверхности, то оно просто и затрется. Можете его установить на какую-либо, допустим, тряпочку даже, и стол, если гладкий, то крутиться будет хорошо. Теперь мне в работу нужно снова ввести 2 рабочие трубочки. Я достала из пакета влажные 2 трубочки и также подрезаю под уголком. Их 2. Заостряю обязательно и прокапываю кончики клеем. Вот у меня плетеное дно, и есть такие зазорчики. То есть куда-то я могу подставить свои дополнительные, ввести в работу рабочие трубочки. Незаметно их подклеить. Вот потихоньку вставляю одну и вторую. Как бы застойка, они у меня из застойки будут выходить. Вот я одну ввела. Теперь вторую также заостряю, прокапываю клеем. И можно помочь, допустим, палочкой пространство расширить очень аккуратно. И все. И подставила. Подождала 2-3 секунды, пока все схватится. И помечаю эти стойки, за которыми у меня введены в работу рабочие трубочки, я методом подрезания. Так, ну чтобы было более понятно, сделаю подрез вот так. Теперь можно начинать приступать к уплетанию наших стенок. Сразу скажу, чтобы не повторяться, следим за тем, чтобы стойки наши всегда стояли перпендикулярно дну, перпендикулярно столу. И тогда будет вам счастье. Плетение продолжаем все той же веревочкой двойной. Так, здесь плетаем, завела. Придерживаю стойку. Беру левую крайнюю. Довожу. Так, тут я вам не объяснила ничего. Смотрите, выходит из-за первой и из-за второй. Мы огибаем одну стойку перед левой крайней рабочей трубочкой и заводим за следующую. Опять левую крайнюю рабочую берем, аккуратно не тянем, доводим ее до следующей стойки, делаю перед стойкой небольшой подгибчик, завожу аккуратно за стойку, выкладываю, прижимаю слегка к дну изделия. Опять стоечку фиксирую, беру правой рукой левую крайнюю рабочую трубочку, веду ее слегка натягиваю, довожу до следующей свободной стойки, делаю небольшой подгибчик, здесь все фиксирую, видите, ту рабочую трубочку за стойкой, получается стойку и рабочую трубочку, которая перед этой стойкой сейчас уже легла. Вот я их все это фиксирую четко. И завожу рабочую трубочку за следующую стойку. Еще раз зафиксировала пальчиком только что заведенную рабочую трубочку за стойкой. Вместе со стойкой этой же
беру левую крайнюю рабочую трубочку, веду ее перед стойкой, все это вместе фиксирую пальчиками, довожу до следующей свободной стойки, делаю небольшой подгибчик и завожу за стойку. Стоечку раз сюда, трубочку поглубже увела, зафиксировала, перехватилась и дальше. Зафиксировала, перехватилась, проплетаю дальше. Так. Стоечки могут где-то у вас сгибаться, выправляйте их сразу. Вот видите, здесь просто такой заломчик получился. Вот, я ее поправляю. Завожу. Так, мы дошли. Я просмотрела до наших первоначальных 2 стоек. Вот они помечены. Новичкам плести также можно продолжать дальше, как я рекомендую, да, по спирали. В этом месте обычно делается переход. Мы же с вами переход делать не будем, чтобы не усложнять себе жизнь. Я просто еще раз повторюсь, акцентирую на этом внимание, потому что со временем переходы нужно будет делать. Давайте покажу, вдруг кто правильный решит делать эти переходы. Вот у нас из-за стойки выходит 1 рабочая трубочка и 2 рабочая трубочка. По идее мы должны завести 1 и 2, да? Но теперь мы завели 1, только теперь не сверху заводим поверх, а снизу. Вот таким вот образом. Все, и продолжаем плести именно на этих 2 стоек. Еще раз повторюсь, чтобы было понятно. Из-за этих 2 первоначальных стоек у нас выходят 2 рабочие трубочки. Чтобы плетение по всему периметру выглядело одинаково, без такого подъема, да, перехода, мы должны каждый раз ряд закрывать, так называется. Сейчас я вам покажу. Мы также проплетаем первую стойку, как и обычно, а вторую стойку, по идее, мы должны проплести поверх, но приподнимаем первую рабочую трубочку и под ней заводим за стойку. Вот. И получается у нас теперь снова из-за каждой стойки, вот из-за первой, из-за второй выходит по рабочей трубочке. Если мы делать переход не будем, то вы сами видите, что 1 трубочка выходит из-за стойки, но под плетением. Вот. И поэтому пойдет смещение такое небольшое. Оно будет обозримо, видимо будет. Но тут вам уже самим решать, делать переход или не делать. Я его делать не буду. Я хочу, чтобы вы увидели, что значит не делать переход. Как это будет выглядеть на изделии. Так, здесь тоже пора уже опять наращивать. То есть, ну, оно сильно бросаться-то в глаза не будет. Пускай это будет у вас задняя стенка, допустим. Можно корзинку так разместить, так поставить, чтобы это все не бросалось в глаза. Обычно люди даже этого и не замечают. Но мастера должны об этом знать. Так. Поменьше тоже заморачиваться. Корзинка для новичков, первая корзинка, поэтому чем проще, тем лучше. Это самое главное, вам нужно понять принцип плетения. Плетение веревочкой самое простое плетение, самое удобное, самое крепкое. В общем, если вы будете веревочкой плести свои изделия, да, даже из 2, то оно всегда будет у вас плотным. Ну, таким крепким. Вот, допустим, если сравнивать с ситцем, он похожий рисунок. Плетется тоже 2 трубочками. Единственное, что они не перекрещиваются. Там немножко другая ситуация, но тоже можно плести. Но об этом потом. Сегодня плетем все самое простое, самое красивое и самое легкое. Немножко приблизила камеру. Я сейчас проплету еще пару рядов вместе с вами. Видео затягивать не буду. Здесь однообразная вообще на самом деле работа.
Вот. Второй рядок сейчас проплетем. Я покажу, что делать. Вот мы опять подошли к первоначальным нашим стойкам. Вот они помеченные. И что я делаю? Опять не делаю переходы, просто продолжаю плести. Вот. Продолжаю плести. И сейчас вам покажу. А, нет, все, стоп. Нужно остановиться. Вот видите, такой у вас на этом участке по всей высоте будет небольшой переход такой. И все. Это все то, что предполагает плетение без переходов. Оно будет заметно там, где у вас эти переходы начнутся. Теперь, чтобы ваша корзинка, то есть вы можете оставить одинарные стойки, чтобы она была более прочная. И честно вам скажу, на двойных стойках плести намного удобнее. Делаем опять подстановку дополнительных стоек. Срезаем трубочки опять под уголком. Можете прокапывать клеем, можете не прокапывать. И с левой стороны или с правой, где вам удобнее, делайте подстановку. Я буду делать с левой по той причине, что потом я буду делать загибку этими же трубочками. И загибка у меня будет идти слева направо. Если вы плетете, допустим, получается в обратную сторону, тогда подстановку выполняйте с другой стороны. Здесь такая особенность. Но я плету, так как я плету, я пробовала плести в обратную сторону, но у меня что-то не очень так получалось. Мне удобнее плести слева направо, как будто наоборот, справа налево. В общем, такая вот ситуация. Если у вас здесь плотное плетение, помогайте себе палочкой, шилом, там, чем, или толстой спицей. И не забывайте, да, что угол среза смотрит у нас в противоположную сторону от стойки, к которой мы подставляем дополнительные трубочки. Сейчас покажу ситуацию, когда это происходит наоборот. Вот я постепенно их подставляю, проплетаю и подставляю. Смотрите, смотрит не налево. Так, момент. Не налево, а наоборот. Подставляю. И вот видите, она так и будет топорщиться в ту сторону. Исправляя ситуацию, можно прокапать клеем. Новичкам вообще рекомендую это делать. Но клей не носите, но так, и так все склеится. Почему я не склеиваю? Потому что плетение мое достаточно плотное. И после того, как я изделие покрою лаком, эти трубочки никуда не денутся, стойки. Даже переживать здесь и не стоит. В общем, проплетаю и подставляю. Повторюсь, подстановку дополнительных трубочек можно не выполнять. Это всего лишь моя рекомендация. Когда вы проплели, можете немножко плетение сразу поправлять. Я что-то не сакцентировала на этом внимание. Еще раз давайте. Вот подставили. Примяли заднюю. Но не то, что примяли, прижали ее к плетению. К предыдущему ряду плетения. Проплели за следующую стойку, завели рабочую. И здесь можно немножко выровнять. Выравнивайте плетение по ходу. Сильно не давите, чтобы не помять плетение. Применяйте такую силу, чтобы все укладывалось плотненько, но в то же время, да, не утрамбовывалось там, да нельзя. Бывают люди, у которых очень плотное получается плетение. Прямо тут зазоров между рядами нет. У меня оно получается воздушным. И так повелось с самого начала, как бы я ни старалась. В общем-то, ничего у меня не выходило. Я с этим смирилась и просто плету, как плету. В конце концов, изделия у меня получаются красивые, прочные. А что еще нужно? Это моя изюминка в плетении. Вот и все. Поэтому, если у вас что-то получается не так, как у других, не стоит
сразу огорчаться, подумайте, а может быть это ваша какая-то фишка, изюминка, и больше ни у кого так не получится, а только будет так у вас. И вот. Какое количество рядов проплести, решать вам. То есть высота изделия будет зависеть от вашего пожелания. Она может быть и 5 сантиметров, 10, 15, 20, да, сколько угодно. Если вдруг вам нужно будет нарастить стойки здесь, вот в этом месте, наращивание производится следующим образом. Чик, и все. Кстати, у меня есть отдельное тоже видео по этому поводу, как нарастить стойки. Двумя способами. И тоже оставлю ссылочку в описании. Не все полезные ссылки всегда в описании я оставляю. В общем, хотела проплести полностью стенки и не включаться, но мне так не получилось. Стали возникать ситуации, на которые все-таки стоит обратить внимание. И мне вам на них указать. Так, сейчас у меня было наращивание. Смотрите, кое-где образуются зазоры во время плетения. И я сразу их поправляю. То есть регулирую зазоры между трубочками в каждом ряду. Ну, может вот такая вот ситуация возникнуть. Ну, вы видите, да, плетете, у вас так наверняка будет получаться здесь, допустим, или вот здесь, вот так. Но это прям бросается в глаза. Поправляем. Это где-то наверх сразу, пока трубочки еще влажные. Когда изделие начнет высыхать, сделать это уже будет крайне сложно. Момент второй. Когда вы плетете, большинство новичков, я сама так делала, так плотно прижимают стойки к форме, что потом даже небольшое изделие очень тяжело, точнее форму из этого небольшого изделия очень тяжело вынуть, прямо все зажато. Когда вы будете это делать, оно может у вас перекоситься, да все что угодно может случиться. Поэтому предлагаю вам поступать следующим образом. Видите, у меня все стойки, как бы вам так показать со стороны, вот сбоку. Вот, 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 вот. Там все видно. Вот они. Они небольшие зазорчики имеют. То есть, когда я плету, вот смотрите, веду слегка, не сильно тяну. Прям слегка, чтобы она вот, ну, не болталась. Довела, подогнула, начинаю заводить и слегка на себя. Ни влево, ни вправо не уклоняя, четко на себя слегка. Уклоняю стойку, завожу рабочую трубочку, выкладываю. Стоечку слегка, не прижимаю к форме. Слегка раз поправила. Я поправила ее больше, чтобы она ни влево, ни вправо никуда не ушла. Фиксирую четко ее по вертикали. Опять довела, подогнула на себя, уклонила стойку. Раз, все. И прям можно даже ее обратно и не ставить. Просто вот эту трубочку рабочую, следующую, я немножко прижимаю, и стойка сама обратно на место становится. Все, я просто плету дальше. И все. Проверяю, обратно возвращаюсь и смотрю, чтобы нигде ничего у меня особо не выделялось. Ни зазорчики, все, что было ровно. Не прижимайте. Вот смотрите, ошибка. Довели, вот прям и нажимает. Вот нажимают на эти стойки. Потом заводят. Снова нажимают. И вот это вот дальше. И тогда вот настолько стянутое плетение. Это очень-очень некрасиво смотрится. И на эти моменты реально нужно обращать внимание. Так, поправляю. Все уплотняю. Раз. На себя. Раз. Аккуратненько. Кстати, я еще хотела сказать, что
плести окрашенными, обработанными трубочками, даже если они у вас накручены не очень качественно, ну, допустим, там бывает скрутка в начале длиннее, к концу она уменьшается, уменьшается. Поверьте, и у меня такое бывает даже до сих пор. А я накрутила трубочек, я уже не знаю, миллион, наверное, не меньше. Ну вот все равно плести обработанными трубочками, окрашенными, когда вы такое изделие плетете, у вас прям как-то само получается лучше. Тоже есть такой момент в плетении. Вот видите, раз, зазорчик. Я тын-тын его поправляю. И здесь выравниваю. Бывает еще, когда вы плетете, у вас плетение еще играет. У меня-то уже это машинально происходит. Где-то оно у вас более приподнято. Сейчас давайте я вам покажу. А где-то более уплотнено. То есть у вас будут перепады. Советую, когда вы проплели, там, допустим, сантиметров 5, взять в руки линейку или лучше рулетку. Я покупала в магазине Окей, в гипермаркете. 50 рублей стоит рулетка. Вот. И намного лучше работает, чем линейкой. Ну вот, да, 5,5 сантиметров. И вы промеряете по всему периметру, чтобы у вас одинаковая была высота. Если она больше, то прижимаете. Если она меньше, то раздвигаете постепенно. Ну, вы сами понимаете, да, что если вы видите, что у вас очень сильно прыгает ваше плетение, то тогда не дожидайтесь выплетания 5 сантиметров, потому что выравнивать будет тяжелее. Ну, допустим, 3-4 сантиметра проплели, выравниваем. Опять проплели, выравниваем. И так я плету все свои короба, особенно высокие. Проплетаю там 10 сантиметров. Промеряю, проплетаю 20 сантиметров, промеряю, все четко промеряю. Неважно, сколько вы плетете, если знаете, что есть за вами такой косяк, то лучше промеряйте. Я дошла до первоначальных стоек и сейчас буду заканчивать свое плетение. То есть мне вам нужно было просто показать, как плести. Смысла выплетать всю высоту мне нет. Но вы имеете в виду, что можете проплести достаточно высокое изделие. Как закончить данное плетение? Первая стойка имеет последний крайний ряд плетения. Я перед стойкой продеваю палочку. Давайте буду все приближенно показывать. Вот видите, вот так. Завожу за нее рабочую трубочку, как и плела по рисунку. После этого проминаю остаток трубочки и вывожу вот в это отверстие, которое только что проделала. Подтягиваю слегка, подтягиваю, здесь все выравниваю. И то же самое проделываю за второй стойкой. Опять ставила палочку, проделала отверстие. По рисунку плиту, завела за стойку, промяла хорошо, сплющила остаток рабочей трубочки. Можно сделать такой хвостик, крючочек, чтобы удобнее было просовывать. И вставляю. Он выходит наружу, я его аккуратненько подтягиваю. Все. Можно, допустим, клеем ПВА обработать. Давайте я вам покажу. Не захотел клей выдавливаться, засох, видимо. Все, вот я много очень взяла. Так, наношу немножко совсем клея. Вот в этих местах кисточкой. Вы не переживайте, клей ПВА после высыхания образует прозрачную пленочку. Главное его разнести по поверхности, чтобы не было сгустков никаких в зазорах. И все. Когда он подсохнет, излишки можно даже убрать рукой, пальцами, ничего в этом страшного нет. Когда он подсохнет, вы возьмете эти хвостики, слегка вниз оттянете и вровень с плетением сделайте чик. Все, видите? Опять немножко вниз.
Чик. Все. И оставите на некоторое время, минут на 10-15, чтобы клей подсох. Если в зазоры попал все-таки клей, вот видите, он вот здесь находится. Ничего страшного. Подрезаю уже трубочку под уголком и делаю вот так. Излишки все можно убрать. Ничего в этом страшного нет. Главное, чтобы эти излишки были убраны, иначе в зазорах так все и останется. То есть он, когда разнесен тонким слоем клей, он подсыхает, и его не видно. А если вот в зазорах скапливается, то потом он может белесые следы оставлять. Имейте в виду. Ну, а теперь самый страшный момент, за который вы, наверное, меня, не знаю, закидаете камнями, помидорами или тухлыми яйцами. Такое уже было в моем первом видео. В общем, так как я не стала выплетать всю высоту стенки, то мне придется правые вот эти стоечки обрезать вровень с плетением. Я буду сейчас делать загибку. Обрезаю очень аккуратно. Слегка можно отвести левую трубочку в сторону, чтобы не повредить ее ножницами. И все. И так по всему периметру. Я все-таки рекомендую вам проплести высоту побольше по той причине, что, во-первых, вы отработаете узор, плетение и поймете, как это вообще оно, само это плетение. Оно завораживает. Так, мои стойки остались достаточно длинными и позволят мне сделать ими загибку. Если вдруг вы плели и у вас остались какие-нибудь очень маленькие, да, торчать хвостички, то тогда обрезайте все эти стойки, которые маленькие торчат, без зазрения совести, и просто слева также на клей берите новую трубочку, здесь у меня короткая, новую длинную трубочку, прокапывайте ее клеем и слева от обрезанных стоек подставляйте в плетение новые влажные трубочки для загибки. У меня же трубочки, длина трубочки еще позволяет делать загибку, поэтому я этого не делаю, но вариант предложила. Так как стойки у меня уже подсохшие, то мне нужно их перед тем, как делать загибку, обязательно увлажнить, чтобы не было заломов и загибка была более качественной и выполнялась более приятно. Беру в руки пульверизатор и просто делаю так. Ну вот рукой прикрываю основное плетение и начинаю все вот эти стоечки свои сбрызгивать водой из пульверизатора. Пшик-пшик-пшик, пшик-пшик-пшик. Пробрызгала. Все хорошо, тщательно. И теперь просто сверху надеваю пакет. Любой пакет целлофановый, чтобы влага вся впиталась в трубочки, а не испарилась. Все, ждем 10 минут и будем приступать к загибке. Убрала пакет, трубочки увлажнились. И теперь абсолютно в любом месте, с какой-нибудь любой стойки, возьму обрезок трубочки, который уже подсушен из остатков. Завожу за любую стойку. Не игнорируйте этот шаг. Этот шаг очень важный. Теперь укладываю ее, не оставляю вот просто болтаться, а вот таким вот образом выкладываю. И стойку влажную просто начинаю уклонять вправо за следующую стойку. Вот таким вот образом. Просто пальчик кладу в основание и выкладываю. Ничего сложного здесь нет. Этой трубочкой, остатком трубочки, мы просто занимаем место. Если мы потом впоследствии будем продевать сюда последнюю крайнюю стойку, вот эту, если мы не подложим вот эту трубочку, то будет у нас здесь неровность, некрасиво.
Ну и все. А дальше все то же самое. Немножко на себя уклоняете уже уложенную стойку. Прям слегка-слегка, параллельно вот этой. И также за следующую стойку можно... Так, давайте я вам покажу. Вот так вот, чтобы вам видно было. Вот, видите, завела наверху. И прям у основания начинаю ее укладывать. Хоп, положила. Вот видите, ничего сложного. Давайте я приближу, чтобы вы видели, что у меня получается. Опять на себя немножко увела параллельно вот этой. У основания начинаю уводить направо. За стойку следующую. Уложила. Опять слегка на себя. Стойку-то держу. Фиксирую, которая еще у меня стоит. Которую только что завела. Слегка увожу на себя. Держу. И пальчиком увожу направо. За следующую стойку. Прям вот, прямо у основания. Выкладываю и веду пальчиком. Чик-чик-чик-чик-чик. Аккуратненько. Опять на себя. Чик. Уложила. Опять придерживаю, фиксирую стойку, которая стоит. Эту слегка увожу. Держу ее, фиксирую. Выкладываю. Ничего здесь сложного нет. Чик. И так абсолютно поступаю со всеми стойками. Так. И вот последняя стоечка осталась. Сейчас будем ее заводить в то место, которое мы бронировали. Вынимаю вот эту вот трубочку остаток. Эту уклоняю до места. Слегка подгибаю и проминаю. Хвостик опять делаю крючочком и завожу в то место, где мы только что вынули нашу трубочку подстановочную. Аккуратно завела. Если у вас сильно эта трубочка повредилась, то также можете ее подрезать. Я вам буду все показывать вот таким вот образом. Берете новую трубочку, можно кончик срезать и капаем клей. Просто наращиваем. Раз и все. Все готово. Теперь у нас ровная, неповрежденная ничем. И я предлагаю вам сейчас загибку, самую простую. Не стоит ничего бояться. Делайте, как я показываю. Берем любую трубочку, которая у нас выведена наружу, да, отсчитываем раз стойка и перед второй. Расширяем пространство. Проводим эту трубочку перед одной стойкой. Вот так прижимаем. Плотненько выкладываем. Доводим до палочки, которой мы расширяем пространство. Подгибаем вниз. И делаем срез. Вот таким образом. Я вам показываю. Какая-то часть не срезана, потом под уголком идет срез. Убираем палочку и в это место вставляем трубочку обрезанную. Вот что получилось. Дальше. Здесь вставили. Теперь перед следующей стойкой также расширяем немножко пространство. Берем опять левую крайнюю трубочку, стойку для загибки. Проводим ее перед одной стойкой. Доводим до палочки. Делаем подгиб вниз. И подрезаем. Вынимаем палочку, вставляем местом среза. Вот что получается. Еще раз. Обводим стойку одну, слегка прижимаем, доводим до палочки,
опускаем вниз, делаем срез, вынимаем палочку. Здесь можно придерживать, чтобы не было заломов. И вставляем. Давайте еще раз. Расширяем пространство, прям слегка, не очень глубоко. Берем левую крайнюю трубочку, слегка ее натягиваем и ведем ровно до палочки, которой мы расширяем пространство. Теперь пальчиком левой руки я придерживаю вот в этом месте трубочку, делаю подгиб перед палочкой и ножницами срезаю. Не отпускаю пальчик, аккуратно вставляю вовнутрь. Все очень плотно входит, и трубочки даже подклеивать не нужно. Они никуда не деваются и прячутся сразу в плетении. Их нигде не будет видно. Еще раз вставили, немножко расширили, взяли левую трубочку, стойку, ведем ее до палочки, прижимаем, фиксируем. Перед палочкой делаем прогиб вниз, отпускаем, срезаем, вынимаем палочку и аккуратно вставляем. Все получается очень легко. Самое главное, что потом в конце вы не растеряетесь, как там чего заканчивать, куда что вставлять. Тут главное начать, а дальше уже ничего думать не надо. Выполняйте одно и то же действие. Перед свободной стойкой мы расширяем пространство, доводим стойку, подгибаем, подрезаем и вставляем. Все, остались две последние. Раз, чик, чик. Вот у нас осталась одна последняя, ничего думать не надо. Здесь также немножко расширили пространство, довели до палочки, сделали подгиб вниз, подрезали и завели. И вуаля, загибка окончена. Все, ничего страшного. Все получилось ровно, четко и просто. Я вынула форму из изделия, чтобы показать вам конечный результат. Корзинка еще влажная, вот, но она и так достаточно прочная, чтобы вы понимали. После высыхания она вообще затвердеет. Кстати, сушить изделие лучше всего на форме. И также прогрунтовать, допустим, его можно для прочности сверху на форме составом клей плюс вода. Даже можно разбавить вот этот клей 1 к 2, там, не знаю, сделать жиденьким и чисто символически вот обработать и высушить на форме. Оно будет очень-очень прочное. И можно будет им пользоваться даже без применения лака. Ну, а если вы уже имеете в арсенале лак акриловый, то можете покрыть также составом лак плюс вода и высушить, повторюсь, на форме, после чего достать и обработать изделие изнутри. Но это уже совсем другая история. Я надеюсь, мое видео было для вас полезным. Если это так, буду рада вашим лайкам, комментариям. Кстати, если вопросы остались, не стесняйтесь их задавать. И на этом мое видео подошло к концу. Спасибо всем большое за просмотр. Желаю вам успехов и творческих идей. И до новых встреч. Пока-пока.